То, что жизнь будет складываться не всегда так, как я того желал и планировал, очевидно и не подвластно изменениям. Она просто живет так, как живет. Но то, что я не получаю того, что желал, это не повод все бросить, назвав все свои начинания тщетными. Большей частью путь состоит именно из таких периодов, когда делаешь, делаешь, а результаты, если и приходят, то кажутся незначительными. Есть догадка, зачем мне это дается? Может, чтоб ценить сам путь на всех его участках? Ведь если человек будет счастлив только в те мимолетные моменты, когда достигает результатов, а все остальное время будет страдать из-за их отсутствия, то разве же это достойная жизнь? Так вот, мне кажется, что и результаты даются не сразу, а часто очень долго не даются, чтобы я внимал уроку. Мудрый учитель жизнь говорит: «Ты так страстно желаешь достижений? Хорошо, вот тебе несколько лет кряду полного их отсутствия. Сначала я недоумеваю, потом негодую, злюсь, обвиняю. Но это все никоим образом не отражается на внешних результатах. Но в итоге смысл урока доходит до меня. Страстно желать и любить надо не только внешние результаты, но и весь тот путь к ним, по которому я иду и по которому мне еще предстоит пройти».